Друзья, здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Ринат Векин. Вы создали МГИМО мусульманский кружок для студентов по изучению ислама. Дальше вы преподавали. И, конечно же, вы известны как автор, как писатель. Готовясь к теме нашего эфира, я просматривала различные источники. Муфтии могут себе позволить делать такие заявления, как: «Ой, давайте поступим с Сирией и с Израилем точно так же, как с Крымом». Ну, и это вполне-таки заходят такие шутки или нет? Или не Нет, считаете? Или во-первых, была тот волна? же Дин — это отдельная история. Я писал о нем в своей книге. Он занимает свою должность с 1980 года, то есть он еще советский муфтий. И его назначение было связано с войной в Афганистане. По мнению историков, пришли новые молодые муфтии, которые должны были обосновать внешнюю политику Советского Союза в связи с войной в Афганистане. Если кто-то поспорит с этой точки зрения, я считаю, что Таджудин — он сознательно играет роль такого юродивого. Он играет эту роль, и она помогает ему, собственно говоря, удерживаться у власти. Человек с 80-го года, я повторюсь, занимает свою должность. Вот. Что касается того, что себе может позволить муфти, что не может, конечно, каждый из руководителей муфтиятов должен с оглядкой высказываться, с оглядкой на администрацию президента, на регулирующие органы, контролирующие. 80 муфтиятов, правильно, в России? Около 80, это речь идет о общероссийских, общефедеральных муфтиятах и небольших региональных. У нас есть регионы, которые там в основном, в своем большинстве, мусульманские. Есть регионы, которые не мусульманские, но там проживают достаточно большие общины, и там тоже есть свои мечети и муфтии. Правильно? Да. Или Каким молельные дома. Или молельные дома. Каким образом назначаются верховные муфтии в этих муфтиятах? Это выборная должность, это избираемая должность, это назначаемая должность. Как работает эта система? И органы управления, там, исполнительные власти и другие, в муфтиятах они и по названию, и по способам функционирования они напоминают такие советские органы. Да, там есть пленумы, есть съезды. Муфтий выбирается на съезде. На съезде, но не на съезде мусульман, на съезде духовенства, ну, слово духовенство тоже не совсем корректное, на съезде там представителей общин, мусульманских общин, входящих в данный муфтият. Что для духовного человека, для муфти, ну вот если он выскажется против, ему говорят: тогда ты оставляешь свою работу, Да. и нет никакой возможности продолжать свою духовную деятельность. Есть огромное количество способов человека, скажем так, убрать. Ну, на этом, в принципе, и построена, да, вот эта система сдержек противовесов по-российски, да, что на каждого чиновника есть какие-то там досье, да, и что если он что-то там начнет ему тут же предъявят. Ну и плюс эти люди привыкли жить в довольстве, в достатке, для них важно иметь вот эти привилегии, припадать к этим денежным потокам, поэтому естественно, что они ни за что не оставят эти должности вплоть до своей смерти, ну или там, когда их уже просто вынесут. Один из тех регионов, которые там очень активно поддерживает войну и участие мусульман в войне, это Чечня, которая объявляет действующую нынешнюю войну чуть ли не джихадом, священной войной. Ну, руководство Чечни, да, и, соответственно, муфтий Межиев, который является официальным муфтием, да, Чеченской Республики, да. По пропагандистской риторике очень часто у всех практически муфтиев встречается такой вот жупел, как гейропа, и как раз один из ключевых аргументов, используемых вот в этих посланиях, в этих публичных выступлениях, это то, что мы ведем войну за ценности. То есть не все говорят о джихаде, но все говорят о том, что что это война за ценности, что нам пытаются навязать там однополые браки, нам пытаются навязать там вот первый, второй родитель, и даже выступление Гайнуддина, это и есть такого более умеренного муфтия, и что вот поэтому мы ведем борьбу за эти ценности, если там обращаются к верующим, вот вы хотите, чтобы там ваш ребенок стал там Мгм. гомосексуалистом и так далее. И чем, так сказать, более такая аудитория, скажем так, консервативная и традиционная, тем более жестко звучит вот эта риторика. Собственно говоря, один из тоже ключевых моментов, по поводу которого нет согласия и со времен еще Российской империи, со времен покорения там Поволжья, со времен покорения Кавказа. А что такое Россия? Есть территория ислама,
или территория войны. Территория ислама – это территория, где мусульмане могут свободно исповедовать свою религию, где, ну, в идеале правитель мусульманин, ну или, по крайней мере, где правитель не мусульманин, но там ислам пользуется свободой, мусульмане пользуются свободой вероисповедания, свободой совести. Вот со времен Российской империи велись дискуссии. Часть богословов считали, что мусульманских правоведов, богословов считали, что Россия – это территория ислама, другие считали, что это территория войны, то есть мусульмане не могут пользоваться всеми правами здесь, и поэтому, соответственно, решались очень многие вопросы по шариату. Поправьте меня, если я не права, что мусульмане из Узбекистана, если примут участие в войне, они будут нести уголовную ответственность в своей стране. Позиция муфтията, что в Узбекистане, что в России, она отражает позицию руководства этих стран, политических режимов в этих странах. В буддизме есть фигура Далай-ламы, которая, ну, такая вот высшая инстанция, скажем так. И кого Далай-лама назначил там, своим представителем, тот и является там фигурой, которой мы верим, которой мы доверяем. Как это работает в исламе? Если около 80 муфтият, есть ли какая-то, не знаю, конечная инстанция, которая вот скажет, вот это правильно, а вот это нет? В исламе ведь авторитет строится на том, что человек действительно благодаря своим знаниям пользуется авторитетом. Он может быть вообще не занимать никакой должности, не занимать никакого поста, но благодаря своим книгам, благодаря там, своим ученикам быть авторитетнейшей фигурой, по одному слову которого может подняться там сотни, там, тысяч мусульман и пойти там маршем, куда им скажут. Но таких фигур нету. И в этом-то как раз и есть, почему государство заинтересовано, чтобы муфтият был и продолжал существовать, потому что эти чиновники, они, как только они лишатся должности, они перестают быть авторитетами. Ну, они и так не являются авторитетами именно духовными, но так они вообще, в принципе, оказываются никому не нужны. И они тоже поэтому держатся за эту должность и проявляют любую лояльность. Об этом писали еще чиновники в Российской империи, что ни в коем случае не нужно образованного мусульманина, потому что эти люди, они действительно будут пользоваться авторитетом образованного, в том числе и в светских науках, и в религиозных, потому что такой человек будет независимый, и он сможет, в общем, сказать свое слово против и не быть полностью лояльным государству, режиму, политике, проводимой в стране и вне ее. Вот так вот, и поэтому институт до сих пор существует с екатерининских времен. Конечно, он менялся, там модифицировался, но в целом основная вот идея, да, вот такого органа, с помощью которого координируется и управляется, координируется и контролируется религиозная жизнь мусульман, он остался. И не случайно сейчас вот те, кто там мусульмане, которые находятся за рубежом, в эмиграции, еще не только там в последнее время уехавшие, они пишут и говорят о том, что в случае каких-то радикальных преобразований в России, конечно, институт муфтията должен быть демонтирован. Как долго вы живете за границей? Я не могу сказать, что я живу за границей. В 2014 году я просто поступил в докторантуру в Швеции. Вот, и как раз для меня это вопрос очень такой болезненный, вообще уезжать или не уезжать. Я все-таки для себя решил, что уезжать я не хотел бы. Все-таки это моя страна. Ну, это опять же каждый, вот здесь это тот случай, когда каждый принимает для себя решение. Хорошо, в своей книге «Ак-Буре» вы поднимаете вопросы крымских татар. По сюжетной линии вы представляете практически 100 лет. Есть главный герой, отец которого поддерживал национальные движения крымских татар по возвращению на территорию Крыма, по возвращению на свои земли. И главный герой пытается разобраться в семейной истории, пытается понять, кто был его отец, это предатель или это все-таки национальный лидер. И сейчас, я думаю, очень многие задают себе подобные вопросы, потому что тема национальных движений набирает обороты в России. И ваша книга, она коррелируется с ситуацией, происходящей сейчас. И я думаю, сейчас очень многие пытаются разобраться для себя, кто я там, предатель по отношению к своей стране, если у меня там свои какие-то там национальные видения развития своего народа. Ну, или я все-таки там национальный активист. Ну, это действительно сага, несколько поколений одной крымско-татарской семьи, которая, кстати, связана тоже и с Татарстаном, потому что там есть один член семьи, это там бабушка героя, она казанская татарка,
поэтому там и события, собственно говоря, разворачиваются в Татарстане, и один из главных героев там как раз вот муфтий, раз мы говорим о муфтиятах, да, то есть там такой вот собирательный образ, яркий образ такого коррумпированного циника муфтия, который, в общем, занимает свою должность, для него это работа, он просто извлекает из этого максимум выгод. Вообще роман многослойный, там и сага семейная, и образ феодального такого региона вот с вот этой местной элитой. Это и, конечно же, поиск духовности, это вот решение, которое принимает в конце романа герой, он как раз вот тоже перед ним стоит. Вообще вот одна из, кстати, к вопросу об эмиграции, тоже вот один из вопросов, который роман был опубликован еще в декабре 2021 года, но одна из тех тем, которые меня тогда волновали, сейчас волнует, это вот уезжать или не уезжать. Есть три пути для русского человека, русского в широком значении. Это эмиграция, то есть это остаться и, в общем, жить по тем правилам, которые тебе навязывают. И третий путь – это внутренняя миграция, но не так, как ее понимали раньше, то есть там где-то залечь на дно в каком-то там научно-исследовательском институте и там не высовываться, не поднимать головы. Это внутренняя миграция, это поиск Китежграда, это поиск такого волшебного царства, где нет, где царство праведников, и царство это на земле. Его только нужно найти, попасть туда могут не все, а только те, кто, скажем так, своим благочестивым поведением, своим образом жизни, своей духовностью, он заслужил это право. И вот как раз герой это царство обретает. И сейчас, наверное, вот многие, кто остались в России, они, может быть, осознанно или неосознанно вот это царство ищут, вот этот Китежград, они пытаются вот этот город, вот эту вот землю праведников обрести. Потому что другого выхода просто нет. Но если мы говорим и о романе, и о ситуации в России сейчас, как я это сейчас вижу, в романе, ну, главный герой проходит эти все ступени инициации, и сложности, и семейная драма, и там потеря возлюбленной, и карьера, и лишение карьеры. Ну, в общем, все вот эти вот сложности, которые в конечном итоге формируют его. То же самое вы говорите, можно переложить на жизнь, на ситуацию сейчас, что, проходя через все эти сложности, мы можем углубляться в себя, там, в свои корни, в религию, в то, что помогает сохранить человечность, чтобы прийти и найти тот самый город, ту самую святыню внутри себя. Град этот обрести, конечно, он есть, он просто существует, его просто нужно, чтобы попасть туда, нужно, конечно, внутри себя. Но если понятно, что далеко не всем туда можно попасть, и это задача максимум, и, конечно, для любого верующего это просто предел желания, но выход какой? Выход, конечно, сейчас вот традиционализм, тот самый, вот мы не любим это слово, но уйти в веру, вот именно как вера, как такой вот ограда, вот того, что, то есть как можно меньше взаимодействовать с государством, просто вот уйти в такую вот жизнь, ну не то, что там создать какие-то сообщества типа амишей там и жить замкнуто, просто это фактически уже невозможно, разгонят просто как секту и всех там повяжут. Ну, как можно максимально, что называется, вот это, то есть в рамках вот этой колпака, этого колбы, этой религиозной, сохранить вот традиции народные, религиозные. Не случайно сейчас в Татарстане, я тоже об этом пишу в книге о муфтиятах, о том, что в условиях демонтажа суверенитета духовное управление мусульман, то есть татарстанский муфтият местный, он фактически сейчас один из главных таких органов, который позволяет сохранить вот это осколок суверенитета. Потому что это независимый муфтият в республике, один из немногих независимых муфтиятов, да, и он как раз активно помогает развитию татарского языка, ведению проповеди на татарском мечети, то есть он фактически вот выполняет те функции, которые, к сожалению, в силу уже там изменившейся политической обстановки не может выполнять руководство Татарстана. И вот в этом смысле роль религиозных деятелей, особенно в таких регионах национальных, она велика. И если они эту роль выполнят, даже будучи там лояльным в таких крупных вопросах по отношению к Кремлю московскому, как говорится, будет им честь и хвала, и это вот те самые дела, которые, наверное, искупят их, скажем так, не совсем правильную позицию по другим вопросам. Мне понравилась мысль, которую вы озвучили чуть немного ранее, хотелось бы ее проговорить еще раз. То есть в данный момент, пока в России тяжело высказываться публично,
тяжело, небезопасно высказываться публично там, о своих взглядах и убеждениях, то в этот момент есть смысл погрузиться в себя, и пока мы не можем, там, те, кто находится в России, высказываться открыто и что-то активно делать, есть возможность погрузиться в себя, там, в свои корни, в свою культуру, в свою историю, в свою религию, у кого бы какая она ни была, и искать как бы опору вот через корни. Да, то, что, например, 10 лет назад, может быть, было смешно, когда там в каких-то там чапанах люди там одевались, там даже традиционно старались подражать, старались следовать дресс-коду там, что называется, праведных предков там средних веков. Сейчас, возможно, это уже не так смешно, и вот эта вот заморозка, она пойдет на пользу, потому что как раз вот эти модернистские течения в исламе, которые распространяются, движения, они к чему ведут? Что размывается вообще вот эта граница между светским и религиозным, и государство очень легко входит тогда в жизнь верующих, гораздо легче, чем в жизни консервативных общин, которые строго соблюдают предписания ислама, которые, может быть, слишком консервативны, которые, может быть, слишком архаичны. Но архаика, сейчас ведь архаика тоже часть идеологии, но архаика, может быть, ее можно использовать и в позитивном значении, ее вот для сохранения того, что есть, чтобы, вот, что называется, вот эту свечу, да, над ней вот, создать такую вот ограду, да, вот купол, чтобы она не погасла, да, свеча веры, свеча ислама в данном случае. Знаете, в конце мне еще хотелось бы, наверное, немножко пофилософствовать. Все-таки, выбирая между государством и там, национальностью, говоря там, своей принадлежности к нации, получается, государство, я родилась, это был еще Советский Союз, вы тем более. Сейчас мы живем в других странах, мы думаем на тему возвращаться или не возвращаться. То есть государство — это очень такая неустойчивая структура. Сегодня это одно, завтра это другое, но и в принципе оно там все сменяемо. С точки зрения национальной принадлежности... Я тоже хочу возвращаться, это не проблема, проблема в другом. Угу. Да, так я перебил, что? Ничего. С точки зрения национальной принадлежности. Но это то, что дано нам, я не знаю, жизнью, Богом, Вселенной, Аллахом, кто во что верит, да, кармой, кто во что верит. Это то, что нам дано, наша какая-то такая идентичность, принадлежность. Это то, что не меняется, там, что вы татарин, у меня смесь калмыцкой и кумыцкой кровей. И религия как часть того, что нас там приближает вот к какому-то общему объединению, по крайней мере, в последнее время я об этом очень много задумываюсь, что есть смысл все-таки изучать больше, погружаться, узнавать больше. Да, религия в такие сложные времена, вот то, о чем мы уже говорили, она помогает. То есть, грубо говоря, если бы не было ислама у татар в 16 веке, когда взяли Казань, то татар уже не было. Точно. Тоже другой пример могу привести. Это, скажем так, польско-литовские татары. Они потеряли свой язык очень давно. Вопрос, что важнее, язык или... Конечно, язык тоже важен, но вот они утратили свой язык, но они сохранили ислам и сохранились как народ. Поэтому это очень важно. Конечно, должна быть национальная идея, и национальная идея, она такая сверхидея глобальная. Она должна быть, вот у крымских татар, о которых мы говорили, была идея возвращения на родину. И весь народ смог мобилизоваться и решить эту задачу. А у современных татар такой идеи нет. Это точно не государственность, не независимость Татарстана, там поэтому вопроса тоже нет, единства. Поэтому вот когда нет такой идеи, народ застаивает, происходит застой, и, в общем, нужно ее искать.